Дорогие москвичи, гости столицы и все зрители моего канала. Всем привет-привет! Сегодня я вас взяла на прогулку в одно интересное место. Это арт-пространство Art Play. Находится это место на Курской. Сегодня так вышло, что я иду сюда в салон Persona, вот его показываю. Все никак не могу себе в Москве найти мастера, который бы стал моим. Не могу сказать, что меня плохо стригут, но как-то все, знаете, без изысков. И вот по совету, по рекомендации я пришла в этот салон. Если можно будет, я вам поснимаю. Вот Persona, школа стилистов, имидж, лаборатория, франчайзинг. И потом, после того, как я стану красивой, походим по этому арт-пространству. Называется оно Art Play. Это, наверное, единственная из всех фабрик, заводов, которые переделаны в арт-пространство. Оно мне больше всего понравилось. Такое интересное место. В общем, потом мы с вами по нему прогуляемся. Салон. Это мой мастер Кристина Привет, Иванникова. Кристина Иванникова. Добро пожаловать в нашу персону. Да. Прекрасная Светлана. Наш результат. Бочком, не торопитесь. Прям повернитесь боком и постойте. Ага. И чуть-чуть спиной. Ага, все. Отлично. Угу. Я очень довольна, сменила немного имидж к лету, сделала покороче себе. Ну а сейчас мы с вами идем знакомиться с Art Play, арт-пространство Art Play. Не сразу я поняла цимус этих пространств. Первое знакомство с арт-пространством у меня была Арма. Такое, знаете, холодное какое-то. Ну тут, видите, спиртные напитки, и вина какие-то коллекционные, я так понимаю. Как-то не впечатлило сразу. Ну вот, познакомившись с Art Play, у меня изменилось очень отношение к этим местам. Смотрите, похоже здесь вот прямо на Восточный базар, как в Бурсе идешь, да? Тут же всякие шоурумы, всякие магазины. Вот, смотрите, план. Так, мы с вами были... где мы были? Вот я зашла. Вот здесь Persona. Вот. На втором этаже. И вот мы с вами сейчас идем вот так вот. В общем, вот видите, какое большое арт-пространство. Что это тут за завод был, честно скажу, не знаю. Но из всех, где я была, это первое, что мне понравилось. И не то, что понравилось, а прямо влюбилась. Здесь есть очень интересный магазинчик. Дай бог памяти, где он? По-моему, вот своя полка. Своя полка, да. Купили там дочери чокер из натурального камня, очень симпатичный. Пойдемте посмотрим. Я, как всегда, уже очки напялила. Вон, смотрите, тут какая красота. Поснимаю, девушка, не против? Вас не буду. А вот пирог с ревенем, яблочный пирог, это кремы, я так понимаю? Это свечи. И вот тут очень много чего интересного. Можно посмотреть, кто любит. Это хендмейд, нет? Да? Угу. Ну, тут залежи на любой вкус, на любой кошелек. А мы где-то здесь выбрали дочери чокер из натурального камня. Очень неплохой. Это тоже все своими руками, да, делают? 3D-печать, да. Где что? 3D-печать и обработка еще руками. Ага, так вот. И здесь тоже, видите, сережечки, подвесочки, да? Колечки. Интересное местечко. Так, ладно. Спасибо, девушка. Здесь водят какие-то, я не знаю, то ли экскурсии, то ли какие-то у них тут квесты. Пойдемте с вами перекусим где-нибудь. Я уже
проголодалась. Я теперь ем дробно. Вон, смотрите, какая красота здесь. Сирень, везде цветет сирень сейчас в Москве. Вот в эту скалку я зайду, наверное. Пироги и прочие вкусности. Всякие пирожки. Салаты. Здесь вполне можно перекусить. Свежевыжатые сорки, апельсин, яблоко. Подкрепились, теперь можно идти дальше погулять. Молодцы, что окультуривают заброшенные пространства. Этому артплей уже 30 лет. Кафешка тоже. Видите, какая уютная. А это чьи у вас кухни? Собственно, в Беларуси? Россия? Россия, Просто недавно смотрела. Похоже на белорусскую. А это цельное дерево или МДФ? Цельный массив это нереально. Нереально, тяжелое будет очень. Берут плашки, там 4 сантиметра, 3 сантиметра, да, и их между собой вот так вот Распиливают. И потом соединяют частями. Это, извините, компания Brooklyn Kitchen. Kitchen по американским технологиям, да, видимо? Нет, у нас просто получается эстетика американская. Ну, я поняла, по холодильнику Не уже по вижу. технологиям, а по эстетике. Это в основном со островками, наверное, да, кухни? Здесь много есть мест, где перекусить. Сюда можно приехать на целый день. Видите, какое тут кафе интересное. Двери, паркет, британская школа, высшая школа дизайна тут есть. Тут и обучение проходит, и чего тут только нет. Здесь, мне кажется, даже за день не обойдешь. Сказали, еще кухня где-то на 2-м этаже. А вот ковры хочу показать вам. Здравствуйте. А чье в основном производство? Страна-изготовитель Непал, Пакистан, Индия. Непал, Пакистан, Непал, Пакистан, Индия. Угу. Тут и гобелены у вас, смотрю, есть. Гобелен ручной работы. Так, ладно, спасибо. И вот еще ковры. Раз уж оказались на 2-м этаже, посмотрим и здесь еще ковры. Ух ты, какая бабочка. Стрекоза, точнее. Здрасте. Вот, красиво. Это шелк, да? Шелк? А чье производство? Индия. И в какую цену вот этот бирюзовый? 1 250 000 рублей. Ага. Шерстяные ковры тоже есть, да? Есть шерстяные, шерсть, шелком комбинированные. А турецкие есть ковры? Турецкие, да, в основном уже фабричные ковры. Ну, а ручной работы нет? Ручную работу они делают. Как не делают? Перестали. Маленькие, 1,70 на 1,80 м, 1,20 на 1,80 м. Вот такие меньше делают. А уже вот в 2000 году уже они практически у себя ковры не делают. Большой такой размер, например, ковры уже не изготавливают. Потому что там невыгодно. Но я знаю, что вот они делают ковры и даже выкладывают на дороге, чтобы машины ездили. Это маркетинг. Чтобы стирка одного ковра, там сейчас 30-40 тысяч рублей стоит чисто постирать, если загрязнение будет. Ну, вот это вот турецкий напоминает. Это афганский. Красивый вот этот ковер. Да. И сколько он стоит? 250 000 рублей, 50 000. 250, а он что, не натуральный? Не, натуральный, шерстяной. Шерстяной? Да, 100% шерсть. Ну, вот этот винный мне понравился. Да. Так, ладно, спасибо. Вам тоже Будем спасибо. думать. Да. Мгм. Ну, не верю, что в Турции не делают вручную ковров. Так, это мы на 3-м этаже с вами. Вот кухня из Германии. Кухни. Примерно 2500-3000 евро. То есть это и низ, и верх, погонный метр, правильно я поняла? Низ и верх погонный метр. Ага. Это может быть чуть дешевле. Это немецкая кухня. Компания как называется? Бикерман кухня. Угу. Это с доводчиками там все, да? Все, конечно. Используется австрийский блюм и кисель. Ну так примерно. Это метровая ширина. Здесь 1,20 м. Угу. Ну сюда вот можно под кастрюли, под все, да? Да, конечно. Ага.
Здесь волшебный уголок. Да. Под кастрюлей у нас такой, только не выездной. Здесь сортировка. Ну да. Мгм. А это МДФ или МДФ, да. МДФ? Это посудомойка, понятно. Делают из дерева. Есть массив, есть шпон. Потому что массив на воду, или реагирует. Это одна кухня. В любой цветовой гамме можно оформить, шпон. правильно? Любой. Это уже кухня поменьше. Но это мне не очень, кстати, понравилось. Это стекло тоже на основе МДФ. Мгм. Холодильник. Ну, понятно. Мгм. Это Готовить. варочная панель. Варочная панель, да. Здесь вот пульт управления. Мгм. Сейчас, если поставить, то все включится, будет работать. Здесь есть вот зарядное устройство для телефона. Отлично. Ну, то есть И это это такие- у нас кварц. Это Это керамика, керамика, искусственный камень. искусственный камень. Ну и кварц это тоже Ну да, искусственный да. камень. Так, ладно, все, спасибо, я все поняла. Конечно, глаза разбегаются, есть из чего тут выбрать. Мужчина сказал, что даже кухни из Германии, они выходят дешевле, чем заказывать у нас хорошего качества кухни в Подмосковье. То есть это вот паркет, паркетные доски. Чуть не вошла в стекло. А вот тоже кухня. Это у нас Самарская область, да? Да, фабрика у нас. Фабрика в Самаре, значит, массив отделан шпоном, да, правильно я понимаю? Филеночка шпон, а рамка массив. Филеночка шпон, а рамка массив. Интересное сочетание. Вот темный, белый. Темный такой молочный какой-то. И мне что вот нравится, что здесь оно как бы немножко как состарено, да? Текстура. Это Текстура, за да. счет того, что это шпон и массив, причем это... А массив идет вот поверху, да? Да, массив также Мгм. оформлен, потому что там такое фигурное изделие с фрезеровкой, и его и в массиве именно изготавливаем. Это Сок латунь? тоже массив. Что? Ручки латунь? Да, ручки латунь. Ну, ручки не мы изготавливаем, то есть это Можно поставщик, да, итальянские ручки. И хотела еще спросить, с доводчиками все. Да, у нас фурнитура Blue. Мгм. Также у нас обязательно контрольная сборка на производство перед отправкой заказчику. Вашу кухню показываем перед тем, как упаковать. Только потом вносится. А это тоже массив с этим, с филенкой, ой, как, со шпоном. Нет, вот это уже МДФ. Это МДФ. Да, изначально вы спрашивали, это МДФ. То есть вот как раз чем отличается в данном случае массив от МДФ? Здесь вы видите текстуру, а это как бы дерево, да, текстура дерева, а здесь фасады гладкие. Мгм. Вот. И, например, я Вот что мне нравится, вот это именно текстура. Мне лично нравится. Знаете, что вот еще я заметила? Ага. Когда даже вот очень часто трогают, Мгм. открывают, на нем так не видно, на вот этих фасадах Да, да, да. отпечатков пальцев. Да. А вот на эмали они все равно Да, остаются. да. И примерно вот такая кухня, в какую цену? 900, наверное, будет, мне кажется. Полностью? Ну, без техники, отдельно без столешницы. Понятно. Да, да. Это глянцевая кухня. Честно сказать, я вообще глянец не люблю ни в чем. Ни в плитках, ни в кухнях. Не знаю, но вот сейчас это актуально считается. Галерея мебели. Давайте зайдем, посмотрим, что тут интересного есть. Мебель и декор только из натуральных материалов. Здравствуйте. Поснимать можно ваши натуральные материалы? 150 рублей. А бутылку водки сразу, не? Не, ну тоже можно. Да. И отметить нас каждый в Инстаграме, в Телеграме. Так, как интересно. Видите, какие умывальники, мойки. Натуральный камень. Вот. Это в основном, наверное, для дачных мест. Ну не только. Это единичные варианты, то есть это не массовое производство. Это массовое производство. Массовое Да. производство, да? Это все складская программа. Да? Это все производство. Это производство Индонезии.
А я думала, это handmade. Нет, это все производится в Индонезии. Здесь представлено порядка 30 фабрик различных. Кровати, стулья, столы, много мебели. Здесь уличная мебель, летняя мебель. У вас там написано, что натуральные материалы, думала, творческие люди делают в единичном Нет, нет, экземпляре. Красиво. Да, спасибо, мы стараемся. Да. Делаем очень интересные вещи. А антикварных лавочек тут нет? Под антиквариат. А где это? Ну, на всякий случай. Это по лесенке сейчас вот по этой черной вверх, Ага. по прямой. И вот по этому длинному коридору идите до конца. У них олень огромный на входе. А как называется? Home Concept. Хорошо. Вот кого заинтересовало, оставлю ваш телефончик. Да, пожалуйста. Спасибо Хорошего большое. дня вам. Мгм. Вышли из первого зала и попали в какой-то второй зал. Я тут сама еще с компасом хожу. И вон там сказали, что-то есть интересное а-ля антиквариат. Я люблю такие местечки. Особенно вот когда посещаю какие-то страны, стараюсь находить интересненькие штучки, не баснословно дорогие, но в то же время как-то украсить интерьерчик. Моя мечта, кстати, вот сделать такие, я даже купила вот эти подвески, или как их правильно назвать, но шторы пока еще не приобрела, потому что там надо с дверью разобраться, повыше ее сделать. Вот красота какая. Посмотри, ой, как интересно. Да, книги тоже в продаже. Это книжный шкаф такой? Это стеллаж. Тимоти Олтон, латунь, дерево, картон. А на... Тимоти Олтон, это... Тимоти Олтон – это дизайнер Великобритании. Таня. Мгм. Да. Барабан, столик прикроватный, да? Да, он Ага. коллекционировал армейские барабаны, Ага. сделал впоследствии коллекцию. К Интересно. сожалению, это последние экземпляры. И сколько такой стеллаж стоит? 678-800. Из чего он? Латунь. Латунь, дерево. Это все, это не старинное, это стилизовано под старину, правильно я понимаю? Да. Если Тимоти Олтон, Хейла, также. Вот тоже как Сказка интересно. времени. Ага, ну да, да. Так что вот, пожалуйста. Вот это прямо красота. А вот такой сундук сколько? Интересно, а прялок у вас нет? Прялок нет. Так, 146-500. И он из чего? Кожа. Это кожа натуральная? Да. И 146? Да. Дайте мне визиточку вашу. Так, визиточку, вот. Это можно же заказать даже, да? Такими парными скрипочками можно украсить интерьер. Буфет или что это? Или книжный шкаф, или шкаф-прихожую. Что-то я не... Можно использовать, ну, Хоть так, да. как захотите, да, потому что... Много здесь чего интересного. Надо все, конечно, приезжать самим и смотреть. Вот какой столик, как журнальный. Ну вот смотрите, как интересно сделан. В форме чемодана, да? И все это кожа натуральная. Да? Да. Тумбочки прикроватные нужны. Интересно. Это что, пуфик? Ну, можно пуфик, можно... Можно тумбочка, да? Это наша. Наша? Capital Collection, да. Интересные дизайнерские штучки, которыми можно обустроить, оживить пространство в доме. Я вот такие вещички очень люблю. Все, вышла я из этого арт-пространства, уже устала. С 12 часов я здесь до 4:30. И обошла только один павильон. На этом я с вами прощаюсь на сегодня. Всех благодарю за лайки, за комментарии. Всем всего самого светлого, доброго и удачного.